Утреннее солнце ярко освещало маленькую ферму, приютившуюся на окраине обширного природного заповедника Восточный Сива. Фермер Джозеф Бекки, которому был знаком каждый порыв ветра и каждая птичья трель в этих краях, как обычно, спокойно занимался своими делами. Земля под его ногами была сухой и потрескавшейся, лишь изредка покрытой островками низкой зеленой травы, верный признак того, что засуха длится уже несколько недель. Починяя старый забор, Джозеф внезапно услышал странный звук, доносившийся со стороны близлежащего мелководного пруда. Звук был прерывистым, тонким и полным тревоги. Он разительно отличался от привычных голосов домашнего скота или лесных птиц. Джозеф остановился, склонил голову, прислушиваясь, и в его сердце постепенно закралось чувство тревоги. Он посмотрел в сторону озера, где под палящим белым солнцем обнажилась черная грязь. Дурное предчувствие заставило его бросить инструменты и медленно направиться к источнику звука. Вокруг казалось тише, чем обычно. Слышался лишь шум горячего ветра, гуляющего по лугу. Джозеф и не подозревал, что следующие несколько шагов приведут его к событию, которое навсегда изменит судьбу двух диких существ. С безопасного расстояния Джозеф с удивлением увидел львенка, стоящего в одиночестве посреди илистой трясины. Малыш, с ног до головы перепачканный грязью, не переставая издавал панические крики, эхом разносившиеся по открытому пространству. Сердце Джозефа бешено заколотилось, инстинкт подсказывал ему не делать больше ни шагу. Присмотревшись, он остолбенел. Из густой черной жижи виднелась голова львицы. Глаза хищницы были уставшими, но открытыми. В ее взгляде читались боль и отчаяние. Ее огромное туловище намертво увязло в грязи, над поверхностью возвышались лишь голова и шея. Джозеф понял, что львица с детенышем попали в серьезную беду во время охоты. Одно неверное движение могло грозить ему самому смертельной опасностью. Смесь страха и жалости лишила Джозефа дара речи на несколько долгих секунд. Наконец, он отступил назад, достал телефон и немедленно вызвал рейнджеров заповедника. Менее чем через полчаса на красной грунтовой дороге показался автомобиль службы охраны заповедника «Восточный Сива». Команда рейнджеров под руководством Дэниела Окоро быстро приблизилась к высохшему участку озера. Остановив машину на безопасном расстоянии, они начали сосредоточенно оценивать обстановку. Весть о происшествии разлетелась быстро, и на возвышенностях вокруг собрались местные жители и работники фермы. Все притихли, не отрывая взглядов от львицы, попавшей в грязевой плен. Осмотрев местность, Дэниел пришел к выводу, что слой грязи очень зыбкий и опасный. Он заключил, что хищники угодили в ловушку, подбираясь к добыче у мелководья. Львенок был легким, поэтому не увяз слишком глубоко, но мать была совершенно обессилена. Никто не решался ступить в грязь, один неверный шаг, и трясина засосет так, что выбраться будет невозможно. Дэниел понимал, что счет идет на минуты, а на кону — жизнь львицы. После короткого совещания Дэниел Окоро принял решение усыпить львицу, чтобы обеспечить полную безопасность операции. В напряженной, давящей тишине начали осторожно готовить ружье с транквилизатором. Все отступили назад, и воцарилась абсолютная тишина. Дэниел тщательно прицелился в плечо львицы. Безопасную зону для введения препарата. Дротик со свистом рассек воздух и мгновенно вонзился в тело зверя. Львица издала слабый рык, пытаясь вырваться, но густая грязь держала ее мертвой хваткой. Грязь и брызги полетели во все стороны, но силы животного
иссякли после долгих часов борьбы. За каждой минутой следили, затаив дыхание. Примерно через 3 минуты дыхание львицы замедлилось, а тело постепенно обмякло. Она погрузилась в глубокий сон, подарив людям надежду на ее спасение. Пока львица спала, один из рейнджеров осторожно приблизился к детенышу, чтобы успокоить его. Львенок дрожал, но не сопротивлялся, не сводя тревожного взгляда с матери. Его напоили и отвели на берег, где земля была тверже. 2 других рейнджеров начали один за другим укладывать толстые деревянные доски от берега вглубь грязевой ловушки. Каждую доску укладывали с осторожностью, создавая безопасную тропу через опасную зыбкую поверхность. Дэниел постоянно напоминал всем соблюдать дистанцию и двигаться медленно. Рейнджер с толстым тросом в руках начал осторожно продвигаться по узкому деревянному настилу. Пот градом катился по его лицу под палящими лучами солнца. Львица лежала неподвижно, ее тяжелое туловище было скрыто под слоем черной грязи. Все понимали, начинается самая рискованная часть спасательной операции. Рейнджер надежно обвязал трос вокруг туловища львицы, закрепив его в безопасном для буксировки месте. Другой конец троса был надежно прицеплен к буксировочному автомобилю. Двигатель взревел, и грязь вокруг львицы пришла в движение. Сантиметр за сантиметром ее тело вытягивали из густой липкой трясины. Грязь отваливалась крупными кусками, обнажая мощное тело зверя. Люди на берегу не смогли сдержать ликующих возгласов, увидев, как львица наконец сдвинулась с места. Наконец, ее полностью вытащили на сухую землю. Трос быстро сняли, чтобы не повредить шкуру животного. Дэниел дал сигнал спасательной команде подойти и осмотреть хищницу. Чувство облегчения отразилось на лицах всех свидетелей. Рейнджеры водой смыли толстый слой грязи, облепивший тело львицы. Постепенно показалась шкура животного, свидетельствующая о том, что жизненные силы его еще не покинули. Рейнджер-ветеринар быстро проверил дыхание и рефлексы зверя. Львице ввели медикаменты для стабилизации состояния после длительного пребывания в ловушке. Убедившись, что опасности нет, рейнджеры совместными усилиями погрузили хищницу в железную клетку. Клетку надежно закрепили в кузове грузовика. Львенка поместили в отдельную клетку рядом с матерью. Дверца машины захлопнулась в почтительной тишине толпы. Автомобиль медленно тронулся, направляясь вглубь природного заповедника Восточный Сива. Джозеф молча смотрел им вслед, и в его сердце поднималась волна неописуемых чувств. На тихом лугу в глубине заповедника львицу бережно уложили на землю. Рядом выпустили детеныша, оставив им заготовленное мясо и воду. Рейнджеры вернулись в машину, закрыли двери и стали молча наблюдать с расстояния. Около 15 минут прошло в напряженном ожидании. Львица постепенно пришла в себя. Ее глаза медленно открылись навстречу яркому солнечному свету. Она повернула голову, огляделась и сразу узнала своего ребенка. Львица лизнула малыша. Это был полный любви жест утешения. Мать и дочь в тишине съели мясо, восстанавливая силы после перенесенного испытания. Затем они неспешно удалились вглубь бескрайнего зеленого луга. Автомобиль рейнджеров уехал прочь, позволив природе продолжить свой естественный ход.